Как не гордиться мне тобой, о Родина моя, когда над Волгою родной стою недвижим я, когда молитвенно свой взор бросаю в небеса, на твой чарующий простор, на темные леса. Добрый вечер. Мы рады приветствовать вас на программе «Колесо истории». У нас сегодня совершенно необычные гости. В студии сотрудники Государственной инспекции по безопасности дорожного движения. Андрей Бахромкин, Сергей Темрякович и Вячеслав Расторгуев. Ну что же, вам и карты в руки, кареты в путь. Итак, первое движение на программе «Колесо истории». Вперед! Я предлагаю, кто у нас старший по званию? Давайте начнем с вас, товарищ майор. Вы в любую секунду можете оставить карету, и мы определим, кто тот счастливец, который начнет нашу сегодняшнюю игру. Составим... Стоп, приехали. Стоп! Давайте смотреть. Красное, желтое. Желтое, красное. Красное, зеленое. Вполне оправдано. Вы хотите начать сначала на равных условиях. Рассаживайтесь. Мы сейчас с вами вспомним совершенно необычный факт, который, кстати, отметил один из иностранцев, побывавший в нашей стране во времена еще Петра I, в ту эпоху, некий Юст, который с удивлением отметил, что по ту пору от чего-то у нас правила дорожного движения довольно лихо структурировались, хотя никаких указов по этому поводу не было вовсе. Но почему-то у нас стали ездить с правосторонним движением. Повторяю, никаких указов не было. Вот об этом удивительном событии мы и начнем наш разговор на программе «Колесо истории». Ты куда прешь, армяк серый? Видишь, что всех к правой стороне льнут? А посередине может либо курьер, либо архиерей ехать. Так лошадь идет, куда сподручнее. Да я и не понимаю, где тут правая сторона? Да ты и не поймешь. Деревня необузданная. Дай-ка я лучше лошадь научу. У нее голова большая. Знаешь, как солдат учат? Как? Сено, солома есть? Есть. Ну вот. Значит, солому к оглобле левой вяжи. Так. Это лево будет. Ага. А сено к правой. Лошадь что лучше? Сено любит. Вот ее и будет к правой стороне тянуть. Да не будет Учить она... тебя надо. Не будет она тянуться. Это будет. Почему? А то ж лошадь больше овес любит, а не сено. Вот овес бы ее научил, где право, где лево. А сено вряд ли. Ну ладно. Я поеду по этой правой, где-то тут правая сторона. Деревня необузданная. В ту пору, как известно, никакого там кучерти справа или слева не было. Экипажи были все одинаковые. Появление автомобиля довольно четко определило положение руля. Первые русские автомобили, которые назывались «Руссобалт», могли управляться. У них был руль, может быть, справа, как это принято в Англии и Японии, как вы знаете, во многих странах, которые принадлежали или, скажем, были под английским протекторатом. У него мог быть руль слева, как в Европе, а может быть, руль был вообще посередине у этого первого автомобиля «Руссобалт», а быть может, что тоже вероятно, он вообще управлялся не рулем, а чем-то совершенно иным. Вспомните. Машинки так, маленькие были, у меня такая точно в детстве была. Как вы думаете? Справа. Я тоже думаю, что справа. Все. Так, справа. Все справа. Ну, это ж не конкуренты, коллеги. Мы решили. Справа. Вы тоже так думаете? К какому мнению вы пришли? Давайте начнем с вас. Да ладно. Я вот посвящался, Угу. и мы решили, что руль был справа. Руль был справа, как это было принято в Англии, в Японии и так далее, да? Хорошо. Как считаете вы? Мы вот тоже посовещались и решили, что руль находился справа. Справа. Справа.
У вас отличное мнение. В детстве у меня была маленькая машинка, я собирал. И русабалт был в том числе, и был руль справа. Руль справа. Ну хорошо, давайте узнаем точный ответ. На первом русском автомобиле «Руссобалт» руль располагался справа, как в Англии. Пойдем дальше. Пойдем дальше разговаривать о том, что не только с пешеходами, но и с управляющими экипажем, так можно назвать и кучеров, и водителей, происходят, как вы знаете, разные истории. Вот одна из таких историй мы предлагаем вашему вниманию. О, земляк, ты что это на себя не похож? Ты уж не извозчик? Это мы нынче при господах служим, больших. Вот это да! Не свисти. А чего так? Мне при новой должности свистеть запрещается. Душу не береди. Кто ж тебе запрещает-то? Да пошли ты его к черту! Нельзя. Указ императрицы. И сквернословить нам тоже строго запрещено. А как же ты с людьми-то разговариваешь? Как же с ними по душам-то разговаривать? А вот ты знаешь что, ты пошли меня, ну, сам знаешь куда. Ну. Да пошел ты, буду я тебя посылать. Пардон. Чего ты полегче? Меня к немцу давали учить новые слова. Пардон. Вот оно что, хотят онемечить русского человека. Ну чему он тебя научил? Пардон, а ну-ка пойдем в полицейский участок. Там ты расскажешь мне, каким ты таким нелюдским занятием занимаешься. Пардон, я тебе покажу полицейского оскорбления. Итак, императрица Елизавета своим указом от 25 января 1744 года запретила употреблять бранные слова и выражения на улицах людям вполне определенных профессий. Вопрос каких? Какая профессия вызвала появление вот этого указа? Ну, первый приходит на ум сапожники, полицейские при исполнении служебных обязанностей, кучера и швейцары. Давайте вспомним, к кому именно относился этот указ. От 25 января 1744 года указ Елизаветы, императрицы Елизаветы. Кому было запрещено конкретно ругаться на улице? У вас есть варианты, советуйтесь, прошу вас. Сапожники, полицейские, кучеры. Он же сказал, по-моему, что сапожники. Глубокая эрудиция аудитории меня начинает потрясать. То есть вы уже готовы? Мы посоветовались и пришли к единому мнению, что все-таки... Да, но единственный человек против, но все-таки большинством, что это кучеры. Кучеры. Угу. Как считаете вы? Мы считаем общим мнением, что указ Елизаветы был, наверное, прообразом как вежливое отношение к гражданам, водителям такси. Думаем, что это кучеры. Логично. Логично. Мы тоже пришли к единому мнению, что это были кучеры. Надо было, конечно, пригласить людей одного звания. Вы все время коситесь на майора, и это приводит меня в недоумение. Указом императрицы Елизаветы Петровны от 25 января 1744 года свистеть и браниться на улицах запрещалось кучерам. Я в восхищении. По традиции, второй заезд на программе «Колесо истории». У меня будет возможность задать несколько вопросов нашим уважаемым телезрителям. Рассаживайтесь. Итак, в 1730 году императрица Анна Иоанна издала указ, согласно которому имеющие охоту бегать на резвых лошадях могли это делать лишь в одном месте. В каком? И еще один вопрос. 27 марта 1800 года был обнародован еще один указ о запрещении езды верхом
по набережным и тротуарам. Кому был адресован этот указ? Вот, собственно говоря, и все. Товарищ старший лейтенант, теперь от вас мы ждем команды, где остановиться. Стоп. Стоп. Практически без тормозов ездим. Это какое? Желтое? Желтое, значит зеленое. А что здесь? Зеленое, желтое. Наоборот бы. Зеленое, красное. Боже мой, какое вежливое отношение друг к другу. Занимайте свои места, пошли дальше. Никто ничего не зарабатывает. Я хочу зачесть сейчас одну цитату, одну справочку. Вплоть до начала 20 века основным транспортом оставались извозчики с самыми разнообразными экипажами. Поэтому неудивительно, что за свою историю этот промысел собрал немало всякого рода указов, постановлений и инструкций, организующих его деятельность. Вот об этих инструкциях мы с вами сейчас и поговорим. Здорово, Прокопич! Куда летишь, как на крыльях? Земли не чуешь. Истинно, как херувим. На биржу лечу. Хочу линейку взять. Так. Голицынский хор на свадьбу купцу везти. А линейка только от биржи ходит. А что, в церкви разве хора нет? Есть. Да купец хочет прибавить. Говорит, чтобы хор так грянул хочу, чтобы невеста ни жива, ни мертва была до определенного момента. На молоденькой купец женится. Господи, прости. Да, Голицынские могут. Ох, могут Голицынские, могут, да. Слушай дальше. Ну-ну. Купец говорит, может, мне так будет посподручнее. Так. Здоровенный такой купчина, а вот без попутал. Господи, прости. Это бывает. Да. Ну, я полечу на биржу. А то, знаешь ведь, купец такой архаровец. Опоздаю, прибьет. Ну, лети, давай, лети. Ну, знакомое название, что тут греха таит, линейка. Знаменитая московская, да и петербургская тоже линейка. Линейка – это своеобразный экипаж, в который садилось максимально 12 человек. Но факт очень интересный. Это на самом деле так. Взять конкретно линейку на 12 человек можно было только в определенном месте. Биржи эти располагались, как мне помнится, то ли на Тверской заставе, то ли на Страстной площади, то ли на Лубянской площади, то ли на площади Охотного ряда. Вот вспомнить не могу. И предлагаю это сделать вам, где располагалась та самая биржа, где можно было взять линейку, в которой усаживались одновременно до 12 человек. Итак, площадь Тверской заставы, Страстная площадь, Лубянская площадь или площадь Охотного ряда. Где-то здесь и была эта знаменитая биржа. Уважаемые граждане. Нет, Тверская, Лубянская, Нет Охотного ряда. Лубянская, да? Лубянка. Охотная. Ну, смотрите, если по картинкам. Почему так по картинкам? То есть центральная Лубянка, площадь, она Лубянка, самая да? большая, если они 12-местные биржи, это небольшие должны быть. Линейка, наверное, 12. И ближе к всему, она и крупная, наверное, там они Лубянка. поместятся. Значит, общая. Охотный ряд там... Тверская застава. А другие мнения есть? Площадь, она... Альтернативные. Ну, Лубянка? Тверская застава, Лубянская. Нет, там говорит Страстная. Где Страстной бульвар? Все. Давайте сделаем сейчас правильно. Я знаю, к чему это приведет. Ответ опять будет один. Давайте начнем с вас. Вы сразу скажете ответ, они присоединяются к вам, мы не будем терять времени. Очень хорошо. В следующий раз приглашаем генерала. Одного. Прошу. Народ говорит на Лубянской площади. Память все-таки. Да. Сказали прислушаться или можно свое мнение? Хотя мы тоже думаем, вроде она больше всех на картинках. Наверное, Лубянская. Ну, я так и знал, да? Ну, и вы туда же. Да, мы тоже согласны, что это Лубянская площадь. Совершенно. Это потрясающе. Просто потрясающе. Это просто потрясающе. Биржа извозчиков в Москве располагалась на Лубянской площади. Немножко еще об извозчиках. Вы не возражаете? С удовольствием. В общем, о ком это я? Кому это я? Ой, здорово, Прокопич!
Че это у тебя под глазом, а? Что, на свадьбе повеселились, да? Да повеселились хорошо. Купец не обидел. Вот только беда приключилась. Какая же беда на свадьбе, а? А вот какая. Как хор грянул. Гряди, голубица! Так невеста ни жива, ни мертва. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А как в опочивальню идти? Ага. А так. И в крик. Ой-ой-ой. Не пойду с ним. Он меня прибьет. Да. Без матушки в опочивальню не пойду. О. История, история. Ну, слушай. Ага. Купец меня хватит. Говорит, вот тебе рубь. Ага. Бери лихача и без матушки не возвращайся. Ага. Я лихача гоню. Так. Присвистываю. Так. Эх, на полном ходу, раз со всего маху, около дома. Ага. А у меня. Ах, голубчик, голубчик. Ездить, Ага. оплатить, не платить. И раз мне под глаз. Представляешь, какой правда? Ага, да. И рубь отнял. Ага. И синяк подставил. Ага. И уехал. Так в полицию надо, в полицию. Ты номер разглядел? Разглядел номер, говорю. Какой номер-то? А где у него номер-то? Эх ты, не знаешь, где номер. Да что ты? Мало ездишь, много ходишь, Прокопич. Труба твое дело. Пропал твой рубль, коли номер не разглядел. Да ладно, не говори, ну. Пропал твой рубль. Ну, не говори. Хе-хе. Вопрос задан не праздный. Но сегодня номерные знаки расположены впереди и позади автомобиля. На двух бамперах, переднем и заднем. Все понятно. А где... Извините, сейчас спросите, Расторгуев. А где раньше располагался номер у извозчика? На шапке, на шее, на груди, на поясе, на рукаве, на спине. Где располагался тот самый номер, который должен был запомнить вот этот священник? Где? Где располагался номер у извозчика? Повторяю, на шапке, на шее, на груди, на пояснице, на поясе, на рукаве или на спине? Ну что? Ну что останется, на груди, на спине? На груди. Ну ты сам выбираешь. На груди. А у дворников был здесь, у них не как у дворников может быть. То же самое номер здесь на груди? На шапке, да? Хотя шапка маленькая. Зимой все равно, да? Ну, наверное, шапка. Не закрывала? Ты так думаешь? Я так думаю. Ну что? Или на спине? Ну, в общем, или на спине, или на груди, а где точно? На шапке? Не, ну на шапке номер. Вы готовы? Мне выражать общее мнение. Естественно, какое может быть другое? Ну, поскольку сотрудники БДА имеют значок на груди, наверное, у извозчиков было на шапке. На шапке. На шапке. Ну, я как бы поинтересуюсь мнением остальных, но... Где? Вот у нас тут мнения разделились, и все-таки я думаю, что номер был на спине. Я не подстрекатель, но просто, да. Что? Ну, мы выскажем свое, наверное, мнение. Тут все, ну да, понятно, ГИБДД. Давайте скажем на спине. Для удобства пассажира, сидевшего позади извозчика, номер носился на спине. Прошу вас по каретам, господа, и давайте попробуем еще раз заработать 100 верст хоть когда-нибудь. Поехали. Так. Стоп, наверное. Стоп. Неплохо. Что получилось? Желтая, красная. Желтая, желтая. Ну, здесь красная и зеленая. Ну, вы понимаете, да? Да. Вот оно, желтое, желтое. Вот все стало и понятно. Прошу вас, рассаживайтесь. Вы знаете, хотел бы вам сказать, что
ну, как-то регламентировать дорожное движение, какое бы оно там ни было. Даже по тем временам все-таки пытались. Даже в судебнике Ивана Третьего уже есть какие-то законы или какие-то там указания на то, как ездить. Но согласитесь, всплеск, буйная фантазия законотворчества в этом направлении родилась только с появлением автомобиля. Количество указов и законов про правила дорожного движения превышают всякое разумение. Наверное, они все правильные. Давайте разбираться. Ты что же ты, мерзавец? На дороге стоишь, я тебя чуть не задавил. Городовой Кирпичев, мотором запрещено. Как запрещено? От сих пор в Ялте во время пребывания государя езда на моторах запрещена. Только в каретах или верхом. Я должен быть час у графини. Может, слушай, никак нельзя. Никак нет. Строго. Потому как моторы пугают лошадей. Ну, а что же делать? Ваше благородие, тут конюшни рядом. Ну? Пару дончаков мотор запрячь, живо домчат. Как в карете будете? А что, это по-русски. Купить авто и возить его лошадьми. Хорошо. Это по-русски. Смотри, посмотри за авто, чтоб не увели. Рады стараться, ваше благородие. Вот это точный факт. По всей вероятности, мы можем рассуждать на тему, во всяком случае, я думаю, даже не рассуждать, мы можем утверждать, что вот этот самый городовой, поставленный на дороге, в принципе, являлся первым запрещающим знаком. Но вопрос не об этом. Здесь прозвучала истина. Действительно, однажды в Ялте было запрещено автомобильное движение в то время, пока там находилась императорская семья. А вам надо бы только вспомнить, или, конечно, император сам по себе, но вам надо вспомнить, кто издал это замечательное запрещение. Кто? Возьмите в руки листочки, там есть подсказки, а для телезрителей могу сказать, что вариантов всего 4. Это мог быть ялтинский градоначальник Думбадзе, дворцовый комендант Дедюлин, министр императорского двора граф Фредерикс, императрица лично или же сам император Николай II. Итак, в Ялте в одночасье было запрещено вовсе автомобильное движение в то время, пока там находился император, лично или с семьей. Кто издал этот указ? Императрица. Городоначальник. Какие еще Логично. мнения? Императрица не могла, император Николай тоже не мог быть. Он был очень интеллигентный человек. Городоначальник, комендант или министр. По идее, машины были у самых богатых людей. Значит, кто-то выше должен был. Нет, да? По-моему, они не император. Комендант, можно сказать, как военный. Если министр, то почему только в Ялте? Я знаю, да. 9 августа в нашей передаче прозвучали вопросы для телезрителей. Первый вопрос. Всем известны повести временных лет монаха Киево-Печерского монастыря Нестора. А в каком веке и при каком русском князе была написана эта летопись? Правильный ответ. Эта летопись была написана в XII веке при дворе князя Святополка. Второй вопрос. Осенью 1741 года корабль «Святой Павел» достиг еще никому из европейцев неведомого западного берега Северной Америки. Кто командовал этим кораблем? Правильный ответ. Святым Павлом командовал лейтенант Алексей Чириков, участник Камчатской экспедиции Витуса Беринга. Правильный ответ на все вопросы прислал лишь один телезритель. Это Краснобородина Татьяна, Удмуртия. С чем, Танечка, вас я и поздравляю. Так, не будем слушать. Давайте так, мы все подумали, я попробую решить. Кто хозяин, да? Хозяин, мэр города. Я готов. Да, конечно, я же знал. Ну, мы выразим мнение, что мэр города, градоначальник, дал это постановление. Допустим. Ну, я, извините, ради бога, вяло поинтересуюсь, просто пожалуйста. пустая формальность. Мы тоже думаем, что... Согласен, я понял. Ну и... А я родился в Симферополе, это 80 километров от Ялты. Правда, я не помню, когда это запрещали, но машина у богатых людей.
были только. То есть ранг мог быть и министра, и все. Поэтому мог запретить, мне кажется, только сам император Николай II. И ездить на автомобилях в Ялте запретил лично император Николай II. Как вы, наверное, согласитесь, ну, ставить городовых на всех дорогах и на всех перекрестках, но это нелепо, неразумно и уж совсем не рентабельно. Поэтому с 1909 года были введены дорожные знаки, указатели. Таких знаков в то время, то есть в 1909 году, было всего 4. Тем не менее, эти знаки в некотором смысле и заменяли этого живого городового, который мерз в стужу или потел в жаре, и появились эти знаки, что вполне логично. Вот давайте об этих знаках, которые близки и дороги всем, кто хоть раз сидел за рулем автомобиля, мы и поговорим. Ты что же это, мерзавец? Мне никакого знака рукой не сделал. Я чуть карету грозине не врезался. Почему же надо рукой махать? Тут знак поставлен, нарисованный, указывает, что надо полегче ехать. Я гвардейский офицер, мне ничто не может указывать. Вы не очень горцуйте, ваше благородие. Там знак тоже поставлен. И там знак поставлен? Это что ж такое? Купить авто, придется летать на аэроплане. Черт, понатыкались здесь знаков каких-то. Ну, это и сейчас можно сказать. Я для тех, кто никогда не имел дела с автомобилем, вот что скажу. Если вы возьмете в руки правила дорожного движения, то, как известно присутствующим, они разделены на определенные группы. Это знаки запрещающие, предупреждающие, предписывающие, знаки приоритета, информационно-указательные знаки. Вот вопрос. Какие знаки появились первыми? Или, быть может, это были знаки из разных групп? Какие знаки появились первыми? А может быть, это были знаки из разных групп. Итак, 1909 год. Первые знаки, дорожные указатели на Руси. Ну что, начальник, так, значит, запрещающие, предупреждающие, предписывающие, знаки приоритета, информационные. Он сказал, говорит, то запретили, знак мы наставили. Значит, что, запрещающие? Запрещающие все, но... Запрещающие, предупреждающие, предписывающие. Знаки приоритета, информационно-указательные. Запрещающие, ну, запрещающие и предупреждающие. Какие? Не, еще запрещать нет. Чему? Приоритет тоже, если едет, опять же, нет. Наверное, все-таки он говорит, не видел, что он говорит, что не предупредил меня, он чуть не врезался. Значит, там предупреждающий знак какой-то был. Предупреждающий. Хорошо. Ходила агитация пропаганда. Предупреждающий. Евсеич, как скажешь, так и будет. Потом сам уже. Нет, одно сказал, одно. Ну что, решили? Мы готовы. А есть уже приказ министра о присвоении звания майора? Я просто ничего этого не знаю. Да, я слушаю вас, не обращайте внимания, у нас жуткий шум в студии. А я могу все назвать? Вы можете, о чем хотите. Вообще все знаки? Да, все знаки. Их там сколько? Только 5 пока, к сожалению. 5, а было 4. Но можно назвать все. Тогда запрещающие и предписывающие. Запрещающие и предписывающие. Две группы. Мы тут посовещались и решили, что это были предупреждающие знаки. Предупреждающие, запрещающие и предписывающие, предупреждающие, ну и, наконец... А у меня здесь без формы сидит подполковник, он, наверное, все знает. Он рассказывает, что конвенция была в 1909 году принята. И, по всей видимости, это международная была, куда Россия первый раз сходила, и были только предупреждающие знаки, потому что даже здесь прозвучало в этом эпизоде: ты что, не видел? Зачем я тебя предупреждать руками буду? Наверное, там предупреждающий знак стоял. Что же вы раньше не сказали, что в зале подполковник? Есть же какие-то все-таки вещи. Дайте нам, пожалуйста, правильный ответ. Первые дорожные знаки, принятые в 1909 году, были знаки предупреждающие. Господа офицеры. Вы знаете, я в некотором, ну, право слово, в некотором смущении. В принципе,
2 сектора, и зеленый, и красный ответили правильно. Выносится на обсуждение один вопрос. Вы сказали правду, но развернутый ответ красных, приведший лично меня в восхищение, заставляет меня просить организаторов нашей сегодняшней игры прибавить красным еще 100 верст. Я обращаюсь сейчас ко всем тем, кто сидит на трибунах. Вы можете помочь своему предводителю, так скажем, заработать дополнительные 100 верст. Вопрос прост. Отвечают только те, кто находится на трибунах. 1756 год. Императрица издает указ о запрещении езды на тройках по Петербургу. Ну, если здесь большие экипажи, широкое место, широкую часть дороги занимают. Тем не менее, несмотря ни на какой указ, на тройках гоняли все равно. Тогда, поняв, что этот указ недействителен, императрица ввела второй указ о наложении штрафа на 3-ю лошадь. Вопрос. Каков размер штрафа? Вы себе представьте, 1756 год. По тем временам, в отличие от сегодняшних, рубль стоял высоко. 10 рублей. 10 рублей. Пожалуйста, пожалуйста, кто еще? 9 рублей. Так. 10 копеек. 10 копеек. Угу. 1 копейка. Так. Пятак, слышал? 5 рублей. 5 рублей. О, 50 рублей. 50 копеек. Полтинник. Куда меня? 500 рублей. 500 рублей. Ага. Все? Ну, хорошо. Да, еще кто-то. 3 рубля. Вы знаете, сколько стоил доллар в те времена? 1756 год. Вы поразитесь, но это именно так. Я не зря сказал, что рубль стоил дорого. Но я уже не говорю о том, что на пятак можно было и лихо пообедать по-настоящему в каком-нибудь там подворье. Но 10 рублей – это гигантская сумма. 100 рублей – невообразимая. Штраф на 3-ю лошадь был размером в 500 рублей. А кто сказал? Она сзади вас, ровно по правую руку. С чем же пришли мы? Желтые 400, зеленые 500, красные 800. Я прошу внести сюда подарки от программы «Колесо истории». Единственный только подарок для красного сектора, будьте любезны. Вот в эти широкие кресла. Спасибо большое. Братцы, у меня просьба. Вы садитесь и издали наблюдаете за триумфом вот этого милого человека. Я рад был бы вам вручить главный приз нашей программы, но, как я уже толдычу уже который раз, надо проехать 1000 верст. Вы проехали 800, осталось 200. Хотите рискнуть? Хочу, но может даже исключение какое-то сегодня будет. Почему не 800 сегодня? Знаете, как написано в одной известной книжке, торг здесь неуместен. Послушай, Кирпичев, у тебя нет такого знака, чтобы по этой дороге никто не ездил, чтобы в объезд, понимаешь? Никак нет, ваше благородие. А зачем вам? Я графиню от мужа увез, так чтобы погоню обмануть, понимаешь? Ловко вы. Нет такого знака? Никак нет. Знаков всего 4, никакой не годится. Эх, черт. Когда надо, их нет. Когда не надо, понатыканы. Черт, придется отстреливаться. Такая любовь, и погибнет из-за какого-то знака. Какая любовь! Да, действительно. Вопрос простой. Вам сейчас предложат 3 знака. Все 3 имели право на существование, но я хочу вам сказать, что один из них, именно один, был когда-то принят в числе первых. Из 3 только один по-настоящему был один из тех самых 4, о которых мы говорили. Будьте любезны, разнесите по каретам. Я прошу вас встать в центральный круг. Вам надо сделать только, как вы знаете, 1 шаг
в сторону той кареты, где, как вам кажется, лежит один из первых знаков на русских дорогах. Куда вы хотите пойти? Если речь о дорогах, то у нас они всегда были плохие. Вы имеете, смотрите, одну секундочку, вы имеете знак «неровная дорога»? Да. Да, очень хорошо, быть может. Я бы дал вам возможность дойти до конца, открыть дверцу. Если вы правильно ответили, как вы знаете, за вами вспыхнет фейерверк. Если нет, то нет. Но 200 верст все-таки надо пройти. Будьте так любезны. Дайте, пожалуйста, сюда наши 200 верст. Здесь 300. То больше, да? Это нехорошо. Я буду честен пред вами. Один уберем. Заберите это. Вот 200 верст. Первый бензиновый автомобиль появился в Одессе. Это событие случилось в 1894 году. Какой марки был этот автомобиль? Вот вам варианты, чтобы не было так трудно. Название, просто читаю название автомобилей того времени. Джеффери, Ле Бугер, Панар Левассор, Уайт. Мне кажется, все-таки второе, французское что-то ближе. Ле Бугер? Или второе, или третье. Ну, наверное, да. Третье это Панар Левассор, а первое Джеффери, зато четвертое Уайт. Давайте на третьем. Бог любит троицу. Это, вы считаете, первый бензиновый автомобиль совсем не Ле Бугер, как вы предположили, а наоборот Панар Левассор? Давайте, да, остановимся. Остановимся? Да, на третьем. Я полагаю, вам придется остановиться вместе со своими болельщиками, потому что вы абсолютно правы. Шаг вперед. Вот вам, пожалуйста. В 1910-1911 годах кто-то начал собирать из импортных деталей машины под маркой Руссо Бюир. Хотя бы фамилию этого человека. Я не спрашиваю имя, отчество. Это довольно известная фамилия среди автомобилестроителей. Итак, 910-911 годы кто-то из импортных деталей начал собирать машины Руссо Бюир. Фамилия этого человека более-менее известна. Правда, среди автомобилестроителей. Простая русская фамилия. Фамилия этого человека начинается на букву «И». Иванов, наверное. Угу. Его фамилия Ильин. Ну, хорошо. Ну, ладно. Ну, неважно. Это не имеет значения. Теперь давайте проверим. Кстати, вы вообще, вот вы предсказали, вам показалось, что вот это, напоминающее мне часть тела изображение, и был один из первых 4 знаков на русских дорогах. Откройте дверцу. А ведь вы шли в правильном направлении. Точно, неровная дорога, один из 4 знаков, который был установлен. Ах, вам бы ответить на последний вопрос. Я прошу вас в центральный круг. Давайте аплодировать человеку, который лихо сражался за главный приз. А с вами прощаемся ровно на 1 неделю. До встречи на программе «Колесо истории». Сила и здоровье, вкус и аромат. Чай великий тигр, каждый ведь рад. Продукция чайного дома «Грант».